Всем привет! В ремонте Opel. Замена теплообменника. Масло пошло в расширительный бачок. Есть подозрение, что это из-за теплообменника. Так, закупили бэушный теплообменник. Выглядит он вот таким, вот так. Но обычно масло текет в расширительный бачок. Или это прокладка пробита под головой ГБЦ, либо теплообменники уже резинки стали хрупкие, потрескались, из-за этого и масло попадает в систему охлаждения. Находится он, теплообменник, где-то там. Буду разбирать, показывать. Сам еще ни разу не разбирал, буду сам учиться и тренироваться. Все, и буду вам показывать. Снял патрубок с турбины. Отсоединяется вот хомутик один, который не был зажат на турбину. Сверху хомутик. И два болта, которые крепит вот здесь и сзади. Два болтика откручиваем, снимаем 3 клипсы и достаем этот патрубок, чтобы легче было поднять. Также целиком снял расширительный бачок для того, чтобы, во-первых, помыть, потому что он весь в масле, и не сливая охлаждающую жидкость, для того, чтобы, главное, не сливать, потому что масло вверху стоит в бачке, и если вы будете сливать охлаждайку, то масло осядет вниз и будет на двигателе, и смысла слива и промывки нету. А так снимаем бачок вместе с жидкостью и маслом, и тогда уже его моем, чистим. Сейчас это выглядит вот так. Пробовал снизу подлезть. Вот мы уже видим, короче, где-то там. Снизу пробовал подлезть, не получается. Короче, будем доставать его сверху. Слил охлаждающую жидкость и масло. Масло, видите, вроде как недавно меняли, оно черное. Это для дизеля нормально. Что хочу сказать, что охлаждайка, видите, светленькая, даже без примеси. Все отлично. А это та же самая охлаждайка, но то, что я вам говорил, что сначала снял бачок с жидкостью. И как раз видите, вот все масло остается сверху. То есть сначала бачок снимать с маслом и охлаждайкой, а потом уже все остальное. А если сразу сольете, сами понимаете, жидкость сольется чисто, а сверху все на стенках останется масло. Разборка продолжается. Снял, короче, вот это. После этого снял вот эту пластинку. Потом кронштейн на гаечку был прикручен. Потом уже патрубок. Наверное, патрубок EGR, потому что, смотрите, какой налет. Тоже надо чищануть. И уже приближаюсь к этому радиатору. Самое главное, ну вот видите, вот он там, где хомутик по центру, уже удобно подлезть, его снять. Потом два патрубка. Вот за этими двумя патрубками, там еще два патрубка. Так, и сзади посередине там болт. Это самое главное, его открутить. И отсюда его уже можно уже достать, весь этот радиатор. Как смогу, так почищу вот впускной коллектор. Это уже очень много отложений. Все, патрубки сниму и потом буду показывать. Так, вид снизу, вон там в конце ключика болт. Сверху я его попытался открутить и не хватило, короче, сил рычага. С этой стороны засунул вороток с головкой на 24 и кое-как сорвал его. Теперь вот видите, у меня есть такой ключик тоже на 24 с трещоткой. Сейчас буду, уже сорвал, уже откручивается. И болт, как я понял, он сантиметров 20 там. Достать я его не смогу, надо будет вместе с корпусом его доставать. Все, снял. Болт полностью не откручивал, не доставал, в смысле, потому что он не достается.
болт, как я говорил, длинный. Видите, вот такой. Ключ открутил. Болт сначала. Так, какой-то вот этот патрубок просто снял. А вот этот я не смог. Вот этот. Я не смог снять, потому что плохо было подлезть. Видите, внизу. Короче, я от блока этот хомутик отсоединил и от печки. И вот целиком достал. Все, теперь буду разбирать его. Разберу, 4 болта сниму и посмотрю, в каком состоянии резинки. Короче, разобрал я, как я понял, заново лучше. Короче, вот радиатор. Масло циркулирует сюда, и в этот канал, грубо говоря, заходит, и это выходит через этот радиатор. Чтобы попасть в систему, это масло, все в эту систему, в этот радиатор, видите, он даже уже коррозия поела его. Короче, только если внутри стенки. Резинки, даже если бы и прохудились бы, они бы, масло просто вытекало бы наружу. А так оно получается внутри радиатора окисленный. Я думаю, еще если появились даже вот такие отверстия на алюминии, то там по-любому будет. И самое интересное, жидкость должна циркулировать по радиатору. И даже вот элементарно беру, дую сюда. Вообще ничего не идет. То есть там забито. Я думал, может какая-нибудь там другая система. Берем вот с разборки этот вот. Два входа, где циркулирует жидкость. Берешь, дуется легко. Единственное, что вроде бы все то же самое, но видите, как патрубки расположены. Ну, если точнее, вот так. Не знаю, подумаю еще с хозяином. Сейчас переговорю. Может быть, этот радиатор перекинуть на старую колбу. Вроде он подходит. Просто что патрубки немножко отличаются. Но я думаю, это не так страшно. Все, сейчас созвонюсь и поговорю. Теплобини, которые купили на разборке, не подходит, потому что, видите, два патрубка кверху. Пришлось ехать искать другой. Вот нашли такой, вроде в хорошем состоянии. Единственное, что он по размеру немножко больше. Смотрите. Ну ничего, по толщине. Вроде должно все подойти. Все, меняем резиночки эти уплотнительные, колечки. Раз, два и здесь 3. И собираем все обратно.
Ну вот, на этом работа закончена. Все получилось. Ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Все, всем спасибо за просмотр. Все, всем удачи, пока.